Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Заработай сидя дома, и с вами как всегда Роман. И в этом видео вы узнаете все нюансы и детали по роллеркоину, расскажу, как лучше прокачиваться, какие майнеры лучше покупать, ну и чего делать не стоит. Напомню, что роллеркоин — это симулятор майнинга с заработком и выводом реальной криптовалюты, то есть в этом проекте можно заработать, и делать это можно как с вложениями, так и без. Итак, начнем с самого простого. У вас уже есть мощность, есть майнера. И первое, что я хотел бы показать, это как переключать мощность. Потому что некоторые люди до сих пор этого не знают. Переходим вот сюда, моя мощность, и нажимаем Split Power. Вот как видите, у меня сейчас на 100% майнится трон. Я вот тут определяю, сколько я процентов отдам мощности на трон, например, а сколько на какую-то другую криптовалюту. Можно ставить 100%, что я всегда и рекомендую делать. И чуть дальше в видео, когда я буду показывать таблицу, я покажу, как посчитать, что выгоднее всего майнить. Следующий вопрос, который всплывает очень часто, тут есть также внутренний токен RST, который появляется только тогда, когда идет сезон. Данный токен можно заработать за выполнение ежедневных квестов, и сейчас я покажу, для чего нужен этот RST и как лучше всего его использовать. Итак, накопили вы немного RST, переходим в Store, сезон Store, и как видите, за эти RST-шки мы можем делать покупки. Первые три вот эти коробочки — это детали для крафта. Именно их я советую открывать, потому что копить RST, чтобы купить вот эти слабые майнеры, это очень невыгодно. Ну и что же я советую делать, это открывать вот эти боксы с детальками. Выпало голубое на 225 деталей. И дальше идем в рынок, нажимаем продать, выбираем эти детали. Также сейчас покажу, как правильно выставлять цену. Как видите, рыночная стоимость 0.2027. Вводите вот тут свою цену. И вот в этом окошке увидите, какая стоимость будет отображаться на рынке, потому что тут еще учитывается комиссия. Если я введу 25 в конце, то итоговая стоимость будет 26. И значит, что мое предложение будет самым первым. Но продавать я буду дешевле рынка, что в принципе невыгодно, когда могут забрать и за 27. Значит, тут ставим 26. И вот уже после этого мы попадем в вот эту первую строчку. Так вот, все детальки, которые вы открываете в RST сундуках, я советую продавать. Вот даже по такой цене я нажимаю максимально. И как видите, за это я получу уже 1.21 RLT. Ну и дальше я смогу копить RLT и покупать уже за них майнеры. Так, теперь перейдем к самим майнерам. Расскажу, какие выгоднее всего покупать, какие крафтить стоит и какие крафтить не стоит. Когда у вас появляется два одинаковых майнера, вы можете их скрафтить. Но сейчас я покажу, как разобраться, выгодно ли это будет для вас. Итак, возьмем, к примеру, вот этот майнер. Как видите, на первом уровне он дает 1.5 бонусной мощи. О ней я тоже чуть позже расскажу, но это очень важно. Ну и после крафта нам добавится всего 8 сотой мощности. Ну и 100 с чем-то терахэш, что не так и много. Теперь посчитаем расходы. На вот эти все детальки уйдет где-то 4,5 RLT. Запомнили? Так, ну и дальше. Сам майнер стоит еще почти 6 RLT. В сумме у нас уже выходит 10,5 RLT. Ну даже закруглим до 10. Это при том, что я еще не посчитал цену за сам крафт. Так, ну а теперь выбираем майнеры. Максимальный прайс ставим 10 RLT. Выбрал от наибольшего бонуса к меньшему. Ну и вот, пожалуйста, даже за меньше, чем 10 RLT, вы можете купить майнер Photon, который вам принесет столько же терахэш, потому что он придаст вам сверху еще 1.5% бонусной мощности. Во-первых, у вас останется еще немного RLT, и во-вторых, вы получите более выгодный майнер. Так что всегда проверяйте, есть ли выгода в этом крафте. Ну а выгодно крафтить только те майнеры, которые на следующем этапе дают вам намного больше мощности и намного больше бонусной мощности. Так, ну и в итоге что мы получаем? Такие майнеры, которые дают там по 0.5% бонусной мощности, очень невыгодны. И если у вас есть два таких дублирующих майнера, лучшим решением будет один оставить, а второй продать и на вырученный RLT купить более выгодный майнер. Сейчас немного подробнее расскажу о бонусной мощности и покажу, с каких майнеров лучше всего начинать. Итак, по поводу бонусной мощности. Бонусная мощность суммируется от всех майнеров с бонусом. Но имейте в виду, что если у вас есть, к примеру, два одинаковых майнера, которые дают по 1% бонусной мощности, то данная мощность не суммируется. Мощность одинаковых майнеров суммируется только в том случае, если они разных уровней. То есть, если один майнер коммонка, второй анкоммонка, то эта мощность уже будет суммироваться. Так вот, со всех майнеров, что у вас есть в комнате, бонус суммируется и плюсуется к вашей мощности от майнеров. Как видите, у меня мощность от майнеров 14.89 петахэш, вроде так они называются. Ну а бонусная мощность 9.58 петахэш, что очень и очень неплохо. Хотя есть игроки, у которых бонусная мощность достигает там 300-400%, и получается, что им бонусная мощность приносит еще больше, чем сами майнера. Ну и если идет какой-то ивент, и получается, что со всех майнеров вы получите, к примеру, 5 петахэш,
то тот человек, у которого бонус 300%, получит 20 петахэш. Так, ну и теперь переходим к вопросу, какие майнеры лучше покупать на начальном этапе. У кого, кстати, уже забита комната, после просмотра этого видео хорошо еще раз все перепроверьте, так как я вам сейчас расскажу. И возможно, с помощью перестановки и продажи лишних майнеров, дубликатов, вы намного увеличите свою мощность и бонусную мощность. Итак, возьмем, к примеру, что вы накопили первые свои 10 РЛТ и у вас совсем еще нет майнеров. Переходим на рынок, выбираем категорию майнеры, ставим максимальный прайс 10 РЛТ и вот тут поставим фильтр от меньшего к большему. Итак, всего 5 центов в РЛТ вы получите бонус, который уже вам даст 0.1% к бонусной мощности. И это всего за 5 центов. И вот таким образом вы начинаете скупать все самые первые, самые дешевые майнера, внимательно смотрите, чтобы они не повторялись, и потихоньку начинаете заполнять свою комнату вот этими майнерами. Таким образом, хоть у вас и будет мощность не очень высокая, но у вас прямо на глазах вырастет бонусная мощность. И тогда, когда вы пройдете какой-то ивент, допустим, выбьете там майнер на 1 петахэш, он уже принесет вам не 1 петахэш, а с учетом вашего бонуса намного больше. Вот в этом и заключается сила бонусной мощности, и я думаю, вы поняли, с каких майнеров лучше начать, и почему стоит скупать от самого дешевого, но которые дают бонусную мощность. Также я сейчас покажу вам очень хорошую таблицу, большой респект авторам этой таблицы, естественно, разрешение я у них спросил. Ссылку на нее также оставлю в описании. Итак, переходите по этой ссылке, нажимаете «Файл» и «Создать копию». Внизу переходим на вкладочку Total. И сейчас я расскажу, чем же хороша эта таблица. Итак, для того, чтобы она начала вам показывать правильные результаты, вам нужно изменить вот тут данные. Итак, в первом окошке нужно ввести свою мощь от игр и майнеров. И обязательно в петахэшах. Нажимаем меню, переходим в «Мой профиль», переходим в профиль Stats, и вот тут показывается ваша мощность. Берем в уме свою мощность от майнеров и свою мощность от игр. У меня получится примерно 16 петахэш. Вводим сюда обязательно через точку, пускай будет 16.001. Дальше вводим процент своей мощи, он пишется вот тут. У меня 60.07. Тоже обязательно через точку, потому что если поставите запятую, таблица может сломаться. Так, ну и общая мощность, она у вас находится вот тут. Все, ввели мы эти данные. Так, ну и первое, чем хороша эта таблица, вы можете посмотреть свой профит за 1 месяц. И тут вам показывает, что выгоднее всего сейчас для вас майнить. Но для того, чтобы она правильно считала, вам нужно будет вручную зайти, вот, например, RLT. Вашу мощь она уже сюда добавила, вам нужно будет только изменить общую глобальную мощность. Именно по RLT, которая находится вот тут. Блок Reward обязательно смотрим, время добычи блока и курс. Ну, курс тут неизменный. Награда за блок у нас также 20. Ну и сейчас покажу, где посмотреть время добычи. Переходим в Power Chart. И вот вверху видим, что среднее время добычи 10 минут и 1 секунда. В принципе, как тут и стоит. Вот теперь таблица показывает правильно, когда я изменил общую глобальную мощность. Переходим в Total. И вот когда вы выставите правильные данные по всей крипте, анализируя эту таблицу, вы поймете, что лучше всего майнить вам в данный момент. Так, идем дальше. Чем же еще уникальна эта таблица? Итак, смотрим, заходим на рынок. Попались вам на глаза какие-то два майнера, вот как, например, вот этот Groom и вот этот Tron. Разница в 0.5 RLT, и вам как бы не особо понятно, что выгоднее из этих двух майнеров купить. Вот тут есть окошко «Мощь майнера». Она заполняется именно в вот этих терахэшах. У этого 40. Нали можно не ставить, пишем 40. И процент майнера 0.5. Тут уже обязательно нужно вводить через запятую. И последнее, что нужно ввести, это цена майнера. Как видите, выбила ошибка, потому что поставил точку. Еще раз скажу, обязательно через запятую. Так, ну и теперь берем данные с этого майнера. И как видим, тут у нас есть коэффициент. Ну и отталкиваясь от этого коэффициента, соответственно, где он выше, тем выгоднее для вас майнер. Исходя из этих значений, мы можем понять, что на данном моем этапе, это также учитывается таблицей, учитывается моя мощь, учитывается мой процент и общая мощность. На данном этапе моего профиля мне будет выгоднее купить вот этот майнер за 3.57, то есть вот этот. Кстати, как видите, у меня есть вот такие вот тут данные, которые практически полностью совпадают с этими коэффициентами. Эти данные на автомате показывают расширение Roller Stats. Насколько я знаю, оно роллеркоином не запрещено, так как никаких действий и вмешательств в игру оно не делает. Оно просто подсчитывает вот эти все данные. Тут вам нужно будет также нажать Update, ввести в терахэшах мощность свою от игр, мощность от майнеров и ваш бонус. И также это расширение будет показывать, какой майнер более выгодный. Ну, либо используйте таблицу, как вам уже будет удобнее. Ну и вот только что вы узнали очень ценный совет, так как имея условных 5 RLT, подобрав более-менее похожие майнеры по цене, вы можете вбить их в эту таблицу, либо использовать расширение и понять, какой майнер лучше вам купить.
И если у вас много RLT, никогда не старайтесь покупать сразу на всю сумму какой-то майнер. Как вот, например, у меня 32 RLT. Я подумаю, зачем мне морочить голову, возьму просто такой, какой подходит на full цену. Но просто посмотрите на эту смешную мощность и этот смешной бонус. На 31 RLT я смогу купить дешевых майнеров, которые минимум в раза 3, наверное, дадут больше мне мощности и больше бонуса. Так что всегда с умом подходите к покупке майнеров. Когда вам с ивента выпадают полки на 3-5%, можете смело идти на рынок и их продавать. Оставлять можете вот только такие полки, там по 12%. И то, если у вас тут стоят майнера, которые дают более-менее ощутимую мощность, хотя бы от 1 петахэша. Если же у вас все майнера вот такие, к примеру, там слабые, то вообще нет смысла удерживать такие полки. Рассказываю почему. Потому что эту полку вы сможете продать за 6 RLT. За 6 RLT вы опять-таки сможете купить намного более выгодные для вас майнера, которые вам дадут больше мощности, чем множитель от полки. И тем более этот бонус пойдет в общую сумму, так как бонус от полки распространяется только на те майнера, которые тут стоят. Вот в это значение он не входит. Также еще один немаловажный момент. Бонусная мощность от майнеров действует даже тогда, когда эти майнера находятся в вашем инвентаре. Вот стоит у меня майнер Photon, который дает бонус к мощности, я его забираю в инвентарь. Сама мощность, соответственно, от него упала, так как я его забрал с полки, он не активен. Но бонусная мощность остается на том же уровне. Так, ну и последнее, что хочу сказать. Всегда анализируйте ивенты, которые появляются, для того, чтобы понять, выгодно ли в них инвестировать. С инвестициями в любом случае вы быстрее будете прокачиваться, но всегда важно анализировать, стоит ли оно того. Потому что есть такие ивенты, в которые лучше вообще не лезть, забрать что-то можете играми, ну и просто ждать уже лучшего ивента. Также всегда обращайте внимание на акции, потому что если уже решили депать, то лучше всего депайте в той крипте, где с учетом акции и с учетом комсы вы получите наибольшую выгоду. Так что всегда смотрите по майнерам, которые выпадают в ивентах, берете название майнера, идете на рынок и смотрите его стоимость. Суммируйте стоимость всего ивента, учитывая полки, майнера и так далее. И вот уже исходя из этих данных, делаете вывод, стоит ли в него инвестировать. Вот такой вот у нас получился видос. Надеюсь, вы получили от него полезную информацию. Если да, то, пожалуйста, оставьте комментарий, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и обязательно поставьте лайк. Также в описании вы найдете ссылки на мой телеграм-канал, в котором публикую еще больше и чаще темки по заработку на криптовалюте. Всем большое спасибо за просмотр, всем желаю профита и побольше денег, и до новых встреч!